Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу об управлении людьми через СМИ в новом клипе «Рамштайн. Angst». 30 апреля 2022 года состоялась премьера клипа группы «Рамштайн» на песню «Angst», что в переводе означает «страх». Всего за 2 дня ролик успело посмотреть более 6 миллионов человек. Новое творение популярной немецкой группы, как обычно, получилось жутким и символичным. На этот раз в клипе поднимается тема управления людьми через средства массовой информации. Кроме того, в ролике присутствуют намеки на теорию о нереальности нашего мира. Песня «Angst» повествует о черном человеке, который является аналогом нашего бабайки. То есть это некий страх вокруг несуществующей угрозы, который заставляет человека действовать определенным образом. В самом начале поется о том, что непослушных детей родители часто пугают бабайкой. С возрастом же ничего не меняется, и люди всю свою жизнь пребывают в страхе. По факту же страх является лишь элементом, с помощью которого представители мировых элит управляют массами. Все это наглядно показывается в клипе. На первых секундах ролика мы видим 6 жутких существ, напоминающих демонов. В руках у них столовые приборы, а на тарелках нечто похожее на человеческие мозги. Данная сцена может говорить о том, что темные сущности питаются эмоциями людей. Далее показывается женщина с ребенком, сидящие внутри круга из колючей проволоки. Вокруг них темнота и мрак. Женщина держит в руках телефон, и взгляд ее прикован к экрану. Данная сцена может символично показывать, что в темноте за колючей проволокой находится разум человека, который словно погружен в мир виртуальной реальности. Им управляют извне с помощью гаджетов и телевидения, а потому люди не замечают, в насколько ограниченном пространстве они находятся. На следующих кадрах клипа показываются музыканты, которые с помощью проводов подключены к единому центру. Они словно пытаются оборвать эту связь, но не могут этого сделать. На лицах их надеты жуткие маски. Эти образы отражают истинную суть шоу-бизнеса. Все знаменитые артисты подключены к системе и транслируют в массы то, что им велено. Следующая локация клипа – круг, разделенный на 6 секторов, в каждом из которых находится человек с газонокосилкой. 6 секторов могут давать отсылку к руне Хагалас, которую иногда изображают в виде снежинки. Она означает разрушение и окончание чего-либо. Но разрушение, которое она несет, действует человеку во благо, потому что руна уничтожает все, что мешает ему развиваться. Примерно это мы увидим в конце клипа. В центре круга стоит стол с компьютерами, представляющий собой шестиугольник. Он является главным символом культа Сатурна, связанного с поклонением дьяволу и жертвоприношениями. Из самого центра вверх устремляются красные провода. Очевидно, что они соединены с трибуной, с которой в скором времени начнет вещать правитель. С одной стороны, через провода темные сущности качают с людей эмоции страха. С другой стороны, это своеобразные каналы связи, через которые людям передается нужная информация. На следующих кадрах показываются девушки, больше похожие на ведьм. До этого они же стояли за спиной у музыкантов. Девушки не зря представлены в виде команды черлидерш. Они символизируют так называемых исполнителей системы или группу поддержки власти. И именно они поднимают на трибуну правителя, а позже снабжают людей кирпичами и оружием. При этом в клипе показывают их истинные лица, а также то, как их воспринимает народ. На самом деле это жуткие сущности из преисподней, люди же видят их, как симпатичных девушек, желающих помочь. Далее в клипе мы видим 6 мужчин на своих участках. Все они занимаются своими делами и мирно беседуют друг с другом. Люди ведут себя как соседи, которым нечего делить. Однако за их спинами стоят телевизоры с изображением черепа, который словно гипнотизирует их и внушает ужас. В руках у одного из мужчин можно заметить газету с заголовком «Страх». Таким образом мы видим, как в мирную жизнь людей входят средства массовой информации и пытаются запугать их. Следом мы видим обездвиженного Тиля Линдеманна. Он символизирует того самого черного человека, о котором поется в песне. Это некая сущность, которой бы не существовало, если бы люди не подпитывали ее своим страхом. Однако, отдавая свои эмоции, люди делают его сильнее. В итоге он превращается в темного правителя, руки которого вскоре развязываются. Линдеманна поднимают к трибуне и подключают к красным проводам. Здесь можно увидеть символ, представляющий собой круг, разделенный на 6 равных частей. Точно такой же формы был участок, на котором находились мужчины. Тем самым нам показывают,
что трибуна представляет собой некий центр управления людьми. Шестиугольник в середине явно дает понять, кто именно правит миром. Далее в клипе показывается, как негативная информация овладевает вниманием и сознанием людей. Все мужчины, словно зомби, сидят перед экранами. В какой-то момент они буквально сливаются с мониторами и теперь уже не могут вырваться из-под контроля. Люди отдают свои эмоции, подпитывая ими темных сущностей. В то же время они становятся рабами системы, управляемыми страхом. Параллельно с этим в клипе показывается еще один уровень реальности. В нем мужчины сидят на диване перед экраном телевизора. С него также вещает демоническая сущность. В это же время им словно залепляет глаза, не давая взглянуть на настоящий мир. Данная сцена также демонстрирует влияние пропаганды на разум человека. Далее в клипе мирно существующие соседи начинают сходить с ума. Они в панике стараются купить как можно больше кирпичей, а затем сооружают между друг другом огромные стены. В этот момент девушки из группы поддержки стоят рядом и машут помпонами, словно выражая свое одобрение этим действием. Следом мужчины устанавливают на стенах камеры и отгораживаются друг от друга колючей проволокой. Девушки торжественно выносят и вручают им оружие. Данная сцена наглядно иллюстрирует основной принцип иллюминатов «разделяй и властвуй». Мужчины наивно полагали, что, отгородившись друг от друга, они обретут ощущение спокойствия и безопасности. На деле же их страх только усилился, а разделение привело к тому, что они разрушили свой собственный мир. Следующая сцена клипа показывает, как с помощью средств массовой информации легко развязать любую войну. На экраны каждому из мужчин вывели изображение вооруженного соседа, который якобы хочет напасть. В итоге все они начали в панике стрелять по монитору, разрушая свой собственный мир. В этот момент можно обратить внимание на ведьм из группы поддержки, которые буквально ликуют, наблюдая за тем, как люди собственными руками уничтожают самих себя. Все это очень напоминает нынешнюю ситуацию в мире. Концовка клипа дает отсылку к идее о том, что наш мир является неким подобием сна, а у каждого человека своя собственная реальность. Когда мужчины с автоматами проваливаются в воронку смерти, Тиль Линдеманн словно просыпается в другой реальности. Мы видим телевизор, на котором транслируется изображение женщины с ребенком внутри круга из колючей проволоки. В то же время она наблюдает за Линдеманном и другими участниками группы «Рамштайн» через экран своего телефона. И те, и другие находятся внутри расчерченного белого круга, за пределами которого темнота и мрак. Тем самым показывается, что люди одиноки во Вселенной, и у каждого из них свой собственный мир. Однако с помощью технологий создается некая общая виртуальная реальность. В конце Тиль Линдеманн разбивает телевизор. С каждым ударом по нему мир наполняется красками, становясь в итоге цветным. Это символично показывает, что, отказавшись от просмотра средств массовой информации, люди начинают видеть мир таким, каков он есть. Однако концовку клипа сложно назвать позитивной. Разбив телевизор, Линдеманн садится в свое кресло. Он и остальные участники группы продолжают оставаться в очерченном круге и не пытаются выйти из него. Получается, что идти либо некуда, либо их разум так и не обрел свободу. В целом новый клип группы «Рамштайн» мрачный и удручающий. В нем открыто показано, что управление людьми происходит с помощью страха, в распространении которого помогает средства массовой информации. Клип внушает ощущение безысходности, показывая, что человек не может обрести свободу, даже если откажется от просмотра телевизора и чтения новостей. На деле же это совсем не так. Судьба каждого из нас и всего мира зависит от нас самих. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.